Как вообще родилась идея проводить турниры? Мы организовали федерацию. Я хочу провести турнир. Ничего не получится. Расскажи, пожалуйста, о курьезных моментах. Не очень сильно скользят по ковролину. Berlin Open все-таки самый престижный такой турнир будет в Германии. Что для тебя вот самое главное? Финансовые моменты. Да. Какой ты совет дашь по поводу дресс-кода? Рисковать, не бояться. Получится то, что получится. Я рад вас приветствовать. И сегодня я нахожусь в Hotel Palace Berlin, где будет происходить турнир 25 октября по бальным танцам. И сейчас я буду брать интервью у одного из организаторов этого турнира, Владислава Толыбина. Влад, я рад приветствовать тебя. Вот ты уже проводишь третий турнир свой в этом году. Скажи, пожалуйста, как вообще родилась идея проводить турниры? Идея родилась давно, поскольку у нас в Германии есть одна единственная федерация WDSF, вернее, сейчас их уже две, но до этого был только WDSF и Deutsche Tanzsportverband, немецкая федерация, которая является членом этой федерации, нашей WDSF. Альтернативы как таковой не было для немецких танцоров, да, то есть все танцевали только одну федерацию. Мы хотели, как танцоры-профессионалы, которые являются членами World Dance Council WDC и World Dance Organization WDO, тоже иметь какой-то филиал или федерацию в Германии, которая дает возможность танцевать другого масштаба, другого уровня турнира, потому что качество танца отличается, стили отличаются, и, скажем так, как бы это и дало толчок турниру. Для начала мы организовали федерацию в Германии, которая является членом WDO, наш German Dance Organization. Ну и понятно, если организуется федерация, нам нужно проводить какой-то турнир, хотя бы один ежегодно, да. И вот первый Berlin Ball в 2022 году, это был наш первый турнир, который под эгидой, да, вот WDO и ГДО прошел в Берлине. Ну и, в принципе, в Германии вообще. Да. Ну и после мы уже как бы стартанули с серии турниров по Германии, ГДО турниров с другими организаторами, да, то есть была целая серия в Мюнхене, в Кёльне, в Кельхайме, Бюкебург, Берлин. Но в Берлине вообще считается самым крупным турниром из всех, которые есть. Один из самых крупных, да. То есть один из самых крупных, потому что в Мюнхене у Ирка, Ирк-Пастер, у него тоже достаточно большой турнир. Lion. The Lion Cup. Тоже интернациональный большой турнир. Но я бы сказал, по судейской панели и по уровню судей, наверное, Berlin Open все-таки самый престижный такой турнир будет в Германии, именно вот нашей федерации. Ну вот насчет судейской коллегии, да, и насчет судейской панели мы чуть позже поговорим. Вот исходя из того, что ты сказал, вот ты вот третий турнир организовываешь, сколько вообще времени у тебя занимает от момента «я хочу провести турнир», да, либо же мы хотим провести турнир, и до конца, вот как раз до старта турнира? Вот турнир будет проходить 25 октября, вот с какого момента ты начинаешь подготовку к турниру? Ну, на самом деле, наверное, сразу после проведения турнира мы уже планируем следующий год, потому что мы должны решить с локацией, где это будет проходить. Это гостиница, да, это пятизвездочный отель. Нам нужен контракт именно следующий год проведения турнира, поэтому это решается, наверное, сразу после. Получается, грубо говоря, вот целый год это идет, ну, исходя из того, что турнир вы хотите проводить ежегодно, то, соответственно, каждый год все по-новому. Ну, это не все по-новому, это продолжение, но как бы для проведения турнира нужно место.
и это решается сразу же после того, Мгм. как турнир прошел, да, чтобы мы были уверены, что у нас есть место, где мы проводим его в следующем году. Но самая основная подготовка, наверное, идет с апреля месяца, я бы сказал, да, апрель-май, Мгм. потому что нам нужно пригласить судей, поскольку все очень заняты и много путешествуют, много судят, много подают. Это нужно делать очень заранее, да, чтобы Мгм. собралась хорошая судейская панель. Ам, Потом, конечно же, летние каникулы, где все отдыхают. И вот, наверное, август, сентябрь, октябрь — это самые такие, Ну, самая да, загрузка. самая загрузка, самые серьезные месяцы, где много работы и подготовки. Мгм. А вот ты сказал насчет локации. Это прям очень важно, чтобы была локация прям на первом месте. Вот как ты говоришь, что первое место это локация, а затем уже приглашение судей тогда и учеников и так далее. Да, это очень Почему? важно. Объясню. Локация должна быть центральна, Мгм. чтобы туда можно было легко добраться из аэропорта или с вокзала, кто какие. Ну, машины, в принципе, Мгм. без разницы где. Плюс локация должна быть комфортная, хорошего уровня гостиницы. Лучше всего проводить турнир в гостинице, потому что как бы это дороже, Мгм. но это комфортнее для всех. Да. Когда ты живешь в отеле, у тебя, допустим, где-то на втором этаже зал Мгм. танцевальный, ты приготовился в комнате, спустился уже абсолютно готовый к турниру, и Ну, тратишь меньше да, ты времени тратишь на... меньше времени, да, это дороже, но это намного комфортнее, чем где-то находится гостиница, тебе Мгм. ехать еще в зал какое-то время. Как бы, наверное, это вот очень важный аспект для всех. Также для судей, да, когда ты судишь весь день и разные блоки турнира, а, где нужно переодеться на вечернее Мгм. отделение, тоже очень удобно, конечно, если пришел себе в комнату, переоделся, спустился и Мгм. Ну да, продолжаешь это ты, работать дальше. получается, грубо говоря, когда вот там есть определенный перерыв, да, между блоками, то судья может пойти те же полчаса отдохнуть, а также покупаться. Конечно. И это с тобой полностью согласен. А вот по поводу подготовки, да, и расскажи, пожалуйста, о курьезных моментах, которые вот проходили у тебя до этого, чтобы, ну, к которым ты готовишься в этом году, чтобы их не было. Каждый раз появляются какие-то новые моменты, да, что-то предугадать сложно. Можно запланировать, да, но оно все равно пойдет не по плану. То есть Мгм. нужно быть готовым, в принципе, ко всему, да. Допустим, в прошлом году у нас была интересная ситуация с паркетом в гостинице. В конференц-зале у нас здесь нет паркета или Мгм. лежит ковролин. Нужно привозить площадку для танцоров, да, паркет. В прошлом году была интересная история. Мы не смогли, вернее, компания, которая привозит паркет, не смогла заехать в зону разгрузки, потому что как бы машина была немножко большая. Мгм. В общем, они не смогли заехать. Также, если бы они где-то припарковались на улице и везли этот паркет в эту зону разгрузки грузовым лифтом, были тоже трудности, потому что дорога находится под наклоном, хорошим таким наклоном наверх. В общем, тележки с весом 400 килограмм было очень сложно Мгм. Довести. довести туда, они просто не едут. Поэтому пришлось весь паркет вести через лобби, через обычный лифт пассажирский. Но это было не все. Когда компания начала укладывать паркет, выяснилось, что сами платы, которые размером метр на метр, ну, не очень сильно скользят по ковролину, да, и уложить его было очень Ну, да, тяжело, да. ага. Ну, как бы паркет, наверное, заняла укладка всю ночь. Поэтому Это прям это перед вот прям турниром. Вот. перед турниром, да, мы на это не рассчитывали, Ну, а скажем да, так. паркет же ж одно из главных... Не будет паркета, не будет так, турнира, да. да. Ну, я так предполагаю, ты вообще, да, ту ночь не спал? Когда проходит турнир, в принципе, мы не спим.
может быть, час-два в сутки, потому что очень много народа, очень много моментов, которые нужно решить. Поэтому мы полностью, да, на турнире, в гостинице, в зале. А вот скажи вот такое, да, ты вот рассказал про курьезное, а вообще от чего ты наслаждаешься проведением турнира? Вот атмосферой, судейской коллегией или же количеством пар, когда много пар приезжает? Что для тебя вот самое главное? Атмосфера на турнире будет, если, скажем так, мы ее создадим сами как организаторы, да. У нас цель проведения турнира прежде всего, чтобы танцорам было комфортно, да, как бы если бы я танцевал сам этот турнир, как бы я хотел, да, чтобы он был. И поэтому это на первом месте. Мы пытаемся сделать комфортно танцорам, комфортно судьям. Ну, если комфортно судьям и танцорам, это уже успех. Плюс количество пар, конечно, это очень важно. Когда собирается высокий уровень любительских пар и профессиональных, это всегда очень круто. Атмосфера, раунды, то есть на это интересно смотреть, потому что действительно сильный уровень. В прошлом году у нас получилось собрать в любителях 1/8. Надеемся, что в этом Да, году было, да, в прошлом году было классно. Я присутствовал на этом турнире, да. Состав танцевальный был очень крутой. Надеемся, что в этом году будет 1/16. Как вообще удается привлечь вот такие пары, которые приезжают из разных стран, Гонконг, там Китай, по-моему, кто-то был даже с Америки, кто-то приезжал. Вот. Как вообще? Понятное дело, по Германии это проще, а вот как привлечь? Судейские панели. Когда в панели судейской стоят профессионалы очень высокого уровня, люди, которые были знаменитые, это большой, это как бы показатель для пар на компетентное судейство. Потому что, как в принципе, как я как танцор, да, мы всегда смотрели на судейство. То есть, если в панели стоят именитые судьи, стоит ехать. Да, но, например, вот такой вопрос. Я, когда помню, танцевал, вот был престижный турнир, ну, он и сейчас, да, это UK International, Blackpool, и когда я еще, был маленьким, то ты не особо знаешь судейскую панель, ты просто знаешь, что это большой турнир. Так же, как мне кажется, и сюда приезжают, не все знают, какая будет судейская панель, а знают, что вот тут будет турнир вот такого уровня. Не кажется ли все-таки имя тоже имеет значение проведения турнира? Да, конечно, но мы сейчас имели в виду любительские пары, профессиональные, да, для взрослого также до 21, до 19, молодежь. Для этих категорий судейство очень, конечно, важно, да, потому что ты смотришь на имена, кто тебя судит, если это действительно хорошая интернациональная панель, и где очень много известных судей, да, народ едет, и они хотят танцевать. А для детей, наверное, имя турнира, да, то есть если турнир уже прошел, там, не знаю, 2-3 год, о нем хорошо отзываются, была хорошая атмосфера, все было без задержек, вовремя народ просто общается между собой, да, танцевально, и советует. И тогда люди приезжают. А вот такой вопрос. Вообще обычные зрители посещают турнир, который не относится никак к бальным танцам, у них нету знакомых, друзей, детей, например. Посещают ли такие люди вот такие соревнования? С этим сложнее, потому что наш танцевальный комьюнити — это достаточно маленький круг людей. Да? То есть обычно 90% зрителей — это люди, связанные с танцем. То есть либо у них друзья танцуют, дети, либо они сами танцевали. Так, чтобы кто-то
просто пришел на турнир посмотреть. Да, это бывает, но это редко. Но вообще хочется, чтобы обычные зрители вот, приходили и получали вот это вот такое же наслаждение, как, например, в другом виде спорта, там, баскетбол, хоккей, теннис, узнавали, следили за другими парами. Хочется, чтобы танцы развивались у нас в Европе, да, немножечко больше, более популярны становились. Если они будут становиться популярными, тогда и зрителей будет больше, конечно. Как можно билет купить? Билет можно купить онлайн. А на месте можно купить? Через сайт, где у нас проходит регистрация, также можно купить на месте. Если кто-то хочет место за столиком на вечернее отделение, ну, это только онлайн. Просто обычный билет, стоячий, да, можно купить. А вот по поводу дресс-кода. Есть какой-то официальный стиль, или же все-таки можно прийти свободно, там, какой-нибудь casual? Ну, на дневное отделение, утреннее, дневное, конечно же, это casual, на вечернее уже, да, более официально. Потому что это вечерний блок, вечернее мероприятие. Мы хотели бы, чтобы это было более торжественно, потому что танцы это что-то особенное, это не просто вид спорта, это красиво, это стильно, и поэтому обязательно дресс-код на вечернем отделении. На всех больших турнирах мировых вечернее отделение это дресс-код. Ну, это... Вот, это вечернее платье, смокинг, бабочка, да. да. А вот такой вопрос еще для тебя, да, вот завершая сегодняшний наш разговор по поводу турнира. Какой ты совет дашь для людей, которые хотят организовать турнир? Ну, неважно, в Берлине это будет, либо там в Дрездене, либо где-то еще, в маленьких каких-то городах, либо вообще в другой стране. Что вот ты дашь главное, подметишь вот вообще в этой организации? Рисковать, не бояться. Потому что ты не можешь... Ты можешь примерно просчитать, как это будет, но это будет абсолютно не так, как ты просчитал. Поэтому нужно рисковать. Ну и не бояться. И не бояться, да, потому что в процессе уже получится то, что получится. Но ты же все равно как-то планируешь себе какую-то картинку, рисуешь. Конечно, ты рисуешь картинку, ты просчитываешь там финансовые моменты, да, организаторские моменты. Но очень много идет не так, как ты планировал, да, и приходится решать проблему просто на месте. Но если этого всего бояться, и если пытаться себя подстраховать во всем, ничего не получится. Я благодарю тебя. Вас, зрители, благодарю за просмотр. Не забывайте, 25 октября в Берлине будет турнир. Билеты вы можете купить онлайн или же на месте здесь в гостинице. Так что до новых встреч. Влад, еще раз спасибо и удачи на турнире. Спасибо.